Сегодня мы отправляемся с вами в западную часть Мадейры. Численность населения здесь гораздо меньше, чем в ее восточной части. Вдоль всего побережья на северо-западе и юго-западе острова есть современные дороги и даже скоростные. А вот, например, совсем запад, и в частности западный мыс Мадейры, до сих пор современной дороги не имеет, и туда не так уж просто и добраться. Но зато запад колоритен своей природой, особенно его северо-западная часть, которая до сих пор людьми почти не освоена. С чем это связано? В основном разным рельефом этого региона. На востоке склоны более пологие и комфортные для освоения. А начиная с мыса Каба-Жирау, юго-западный берег – это отвесные утесы. Только в некоторых уголках этого побережья есть небольшие полоски земли, где человек смог поселиться. Первое, что мы посмотрим, это мыс Каба-Жирау. Это самый высокий мыс в Европе, 580 метров над уровнем океана, и второй по высоте мыс в мире. С него открывается панорама западной части столицы Мадейры Фуншал. Рядом расположилась деревушка Камара-де-Лобуш. На вершине мыса имеется смотровая площадка, откуда открываются живописные виды Атлантического океана. Находиться на смотровой площадке со стеклянным полом, да еще и на такой высоте, это что-то нечто. Сюда лучше приезжать в хорошую погоду. Прямо у подножья мыса Каба-Жирау есть маленькая узкая полоска земли, галечный пляж, на который можно попасть только двумя способами – на лодке и с помощью канатной дороги, которая спускается туда по склону. Теперь мы направляемся дальше на запад, до центрального ущелья, чтобы по нему добраться с юга на север. Обычно туристы ездят с юга на север, чтобы посмотреть волны. Даже в хорошую солнечную летнюю погоду мощные волны северного побережья привлекают сюда любителей красивых пейзажей и серфинга. Нас окружают жилые дома, которые везде по склонам поднимаются вверх. Некоторые дома расположены прямо под водопадами. В этом районе ущелья высота гор примерно 1500-1600 метров. Если говорить о высоте гор Мадейры в целом, то к востоку от этого ущелья расположены самые высокие пики. Это пик Арейра 1818 метров и пик Руйву 1863 метра. Сейчас мы остановились в небольшой деревушке Серра-де-Агуа, чтобы полюбоваться красотами местного пейзажа. Деревушка расположилась прямо в ущелье гор. Здесь же в сельском баре можно выпить чашечку кофе или попробовать национальный напиток Мадейры – пончо. Говорят, что именно в сельских барах он имеет настоящий вкус. Пончо производится на основе 50-градусного тростникового самогона мадейрского рома с свежевыжатыми соками. Традиционно это лимонный или лимонно-апельсиновый, может добавляться мякоть маракуйи и пчелиным медом. Этот напиток делается сразу перед употреблением. Готовую пончо нельзя хранить, так как ее целебные свойства будут утрачены. В результате сильного землетрясения и извержения вулкана, которое произошло здесь десятки тысяч лет назад, и образовалось это ущелье. Это центральное ущелье почти насквозь прошло с севера на юг, разделив Мадейру рельефно на западную и восточную часть. Это ущелье, как и побережье, сегодня тоже заселено человеком. На севере находится городок Святого Винсента, куда мы с вами направляемся. На юге еще несколько населенных пунктов. К северу ущелье приобретает вид широкой долины. Жители, осваивая западную часть Мадейры, старались выбирать вот такие самые удобные зоны для проживания. Юго-запад – это самая теплая солнечная зона. Здесь хорошо растут бананы, а вот на севере климат иной. Здесь температура на 2-3 градуса прохладнее, чем на юге. Северу больше достается дождей и холодного ветра. Поэтому здесь не все сорта бананов могут расти, зато виноград на севере растет прекрасно. Здесь расположены долины виноградарей. Сегодня виноградники не видны, так как лоза сбросила листья. А вот в сентябре и октябре, проезжая здесь, можно увидеть, как местные жители виноград собирают. Здесь растет тот виноград, который нужен для производства сухой Мадейры – серсиаль, полусухой Мадейры – верделью и для производства полусладкой
Поал. Сладкая мальвазия здесь не растет, так как не любит северный берег. Ей здесь слишком холодно. Праздник сбора урожая винограда проходит не только в этом регионе. Все регионы, где выращивают виноград, в начале сентября отмечают это торжественное событие. Проходят фольклорные, гастрономические фестивали и дегустация вина. Все завершается большим народным гулянием. В этом регионе нет такого обилия воды, как на северо-востоке. Но построенные левады позволяют фермерам этого региона обеспечивать себя пресной водой. Здесь с середины мая и до конца сентября вообще не бывает дождей, так как горный хребет, который вытянулся вдоль Мадейры с запада на восток, не пускает дождевые облака с севера на юг. Вся влага остается на севере. Сейчас вы видите в скале возвышающийся крест. Это капелла святого Винсента. По версии местных жителей, когда-то святой Винсент явился здесь. И на месте его явления в самом устье реки, впадающей в океан, была вырезана маленькая часовня в цельном куске базальта. С тех пор селение, которое находилось здесь, и носит имя святого Винсента. Мы подъезжаем к набережной Сан-Винсента, небольшого поселка, расположенного на северо-западном побережье в северной части Мадейры. Сан-Винсенто считается одной из самых живописных деревень на острове. В городке есть несколько ресторанов и баров, где можно отдохнуть и расслабиться в окружении гор. Благодаря большим волнам эту зону любят серфингисты. В Сан-Винсенто и некоторых деревушках, которые расположены рядом, находятся серфинг-школы, серфинг-клубы и пляжи для серфингистов. Пляжи здесь галечные, и войти в океан не так-то просто. На Мадейре для серфингистов не самые комфортные условия. На континентальной Португалии пляжи намного удобнее для занятий серфингом, особенно для новичков. На юге острова никто не совершает длительные заплывы, а на севере вообще не купаются в открытом океане. Купаются только в специально отведенных местах. Это либо искусственно созданные бухты, которые защищают людей от волн, либо созданные природой вулканические ванны, которые мы с вами увидим в городке Порту-Маниш в следующем видео. В поселке можно увидеть гроты или лавовые пещеры, которые были открыты местными жителями в 1885 году. Волны сейчас, наверное, не самые большие, но смотреть на них одно удовольствие. Здесь начинаешь ощущать в полной мере всю силу природы. Теперь мы отправляемся дальше, чтобы сделать остановку на одной из смотровых площадок. А вот посмотрите на красивое ущелье, которое мы проезжаем. Жаль, что здесь нельзя остановиться и насладиться этой красотой. Находясь на скоростной дороге, максимум, что можно сделать, это немного притормозить. Сейчас мы делаем остановку, чтобы полюбоваться панорамой живописной деревушки Сейшал и одним из самых знаменитых водопадов Мадейры – Виа-де-Нойва. Он вытекает из скалы и падает прямо в океан. Его название переводится как «фата» или «вуаль невесты». Когда в нем много воды, он как раз и напоминает ту самую фату невесты. Это один из немногих водопадов, имеющих собственное имя. Его высота составляет около 212 метров. Густая зелень вокруг водопада – это все лавровый лес. Весь северо-запад покрыт лавровым лесом, как и 600 лет назад. В 2006 году этот водопад после дождей приобрел такую силу, что разрушил участок дороги, которая проходила под ним. На склонах вы видите калы, которые растут здесь как сорняки.
Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал Smart Travel. Вас ждет еще много интересных видеообзоров. Спасибо за внимание и до скорых встреч!